Здорово, бандиты! Это Гусев. Сегодня расскажу про свою иммигрантскую работу, про зарплаты в Японии, а также покажу Золотой дворец Йосикаги и Йосемитсу. Время – деньги, так что начинаем! Работу в Японии найти без знания языка задача на 99% невыполнимая. Но, воспользовавшись связями своей жены, меня устроили в компанию по переработке камней и асфальта. Да, не о таком мечтаешь, когда получаешь диплом о высшем образовании, но и перспектива была нерадужная. Армия! Даже из таких гомиков, как мы, делает настоящих мужчин! Разряд мне в анус! Ты меня понял? Поэтому, засунув в жопу диплом, идем на производство. Схема работы компании такая. Строительные и дорожные фирмы привозят камни от разрушенных особняков или асфальт. Платят за утилизацию денег. Дальше, благодаря экскаваторам и специальной машине, они крошатся в песок и щебень. Песок и щебень снова идет на продажу в строительные компании. Умно. И почему у нас не занимаются переработкой? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Теперь о том, чем конкретно занимаюсь я. Во время работы оседает очень много песка и пыли. И, соответственно, приходится вручную его перекапывать. Я называю это место «комната грязи». Это мой игровой зал. Здесь я сортирую мусор и раскладываю его в каждый в свою бочку. Пластик к пластику, полиэтилен к полиэтилену, резину к резине, дерево к дереву. Когда на дороге поднимается пыль, я поливаю ее водой из шланга. Можно сказать, что у меня здесь своя личная аквадискотека. Также на работе я начал осваивать новые виды деятельности, такие как экскаваторщик и бульдозерист. Рабочий день начинается с 8 часов утра, поэтому... Я очень рано просыпаюсь. Это старая привычка. С петухами? Работаем с 8 до 12, потом с 12 до часу обед и с часу до 5. В сумме 9 часов, 6 дней в неделю с выходным в воскресенье. Каждый работник на любой работе в Японии, хочет он того или нет, подлежит обязательному медицинскому страхованию. Так что давайте не будем грубить, быковать и брыкаться. А подумаем о вашей безопасности и перспективах. И перспектива такая, что хоть лечение в Японии платное, но с карточкой страхования в 50 и более процентов дешевле. К примеру, со страховкой вылечить один зуб мне стоило около 2500 рублей на наш. Штатный сотрудник компании при знании языка, наличии всех лицензий на вождение и работу зарабатывает около 330 тысяч йен. На наши около 231 тысячу рублей. Иммигрант с незнанием языка и минимальным пакетом документов около 120 тысяч йен. На наши 84 тысячи рублей. Получив мотивацию и устав от языка жестов, я купил книгу для дошкольников для изучения японского алфавита. Но, как оказалось, их в Японии 3. Три японских алфавита делятся на два простых, хирогана и катакана, и один сложный, канджи. Чего, блядь? Курсы иностранных языков в Балашихе. Хочешь уехать из Балашихи?
Учи язык. Алфавиты хирогана и катакана. В древности мужской и женский, оставленные в дань традициям. В отличие от русского языка, один иероглиф обозначает не одну букву, а сразу слог. Ну, например, первый столбик К, Ки, Ку, К и Ко. Они отличаются в обоих алфавитах только написанием. В каждом из этих алфавитов таких слогов по 46. Хироганой чаще всего пишут чисто японские слова, катаканой пишут английские слова, которых в японском дофига. Японцы даже говорят, что у них есть отдельный язык Japan English. There's no problem. There's no criminality. Ну и финальный босс японского языка — это алфавит канджи, включающий в себя 5000 иероглифов. В отличие от хироганы и катаканы, эти иероглифы обозначают сразу сочетание слогов или целиковые слова. Ну, например, иероглиф кава. 3 черточки в древности, обозначающие реку. Надо признать, что японцы не используют все 5000 иероглифов в обиходе и могут изучать свой язык хоть всю жизнь. Зачем я вам все это рассказываю? Ну, чтобы вы тоже ощутили мою боль. Сука! Сука ты! Сука! Я у знаменитого дворца Йосикаги Йосимицу. Это сёгун. Сёгун в переводе означает типа генерала или полководца на наш язык. Такие полководцы-сёгуны в японской истории управляли большую часть времени, с 1192 года до 1868 года. Потом власть перешла к императору. Один билет во дворец сёгуна Асикаги Йосимицу стоит 400 йен, или 278 рублей. Главной достопримечательностью дворца является золотой павильон. Квадратное трехэтажное здание, полностью покрытое сусальным золотом. И если бы я не находился в Японии, я бы подумал, что это здание построили армяне. Данный дворцовый комплекс был построен в 1397 году, как вилла для отдыха сёгуна Асикаги Йосимицу. Здесь он провел последние годы своей жизни, утратив всяческий интерес к политической жизни страны. Историческая хуйня! Внутрь дворца не пускают, но, как мне стало известно, на первом этаже располагалась приемная, на втором этаже располагалась комната живописи, ну и на третьем этаже располагалось помещение для религиозных обрядов. Вот в этом месте брали воду для приготовления чая. А вот так выглядел дворцовый туалет. Ну а вот так выглядит аквадискотека по-сёгунски. Также на территории дворца, помимо парка и исторических зданий, располагается парочка религиозных магазинов, небольшой буддийский храм и маленькая кафешка, в которой всего за 500 йен подают зеленый чай матча и небольшую сладость. Зеленый чай не имеет особого вкуса, поэтому к нему подается сахар вперемешку с бобами и посыпанным сусальным золотом. Приятного аппетита! Жить во дворце достаточно красиво, но я бы не хотел. Мне достаточно посещать дворец только в качестве музея. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, что бы вы еще хотели увидеть на этом канале. Пока, бандиты!